Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященной тематике отечественного автоспорта. Вспоминаем, какие машины соревновались в Советском Союзе. И сегодня я хочу вам показать, на мой взгляд, очень необычный и в некотором роде красивый гоночный автомобиль ЗИС-112. Масштабная копия представлена брендом Deep Models. Она появилась в продаже в июне 2012 года. И это не единственный гоночный советский автомобиль, который выпускается в 43-м масштабе этим брендом. И в моей коллекции это второй по счету ЗИС-112. Первую модель я вам показывал в рамках рубрики канала под названием «Сколько масштабных моделей Deep Models можно приобрести за 100 тысяч рублей». И первый автомобиль был тоже с открытым типом кузова. Машина копировала прототип 1953 года, и та модель поступила в продажу в феврале 2011. И у Дипа также предлагался автомобиль с закрытым типом кузова. Автомобиль копировал прототип 1952 года. Это была самая первая модель из линейки ЗИС на этом шасси. И та модель поступила в продажу в сентябре 2010 года. И первой модели нет в моей коллекции, хотя закрытый вариант у меня есть в виде ручной работы. По-моему, от мастерской Херсон Models. Но, конечно, по уровню проработки та модель сильно уступает этому более современному высокотехнологичному изделию. И данная масштабная копия сделана из полимера. Она выпущена довольно крупным тиражом в 1200 экземпляров, и масштабная копия идет без сертификата с уникальным порядковым номером, хотя предыдущий автомобиль, который я вам показывал, был с отдельным вкладышем, на котором указан определенный номер из тиража. И если посмотреть на советский автопром, то он существовал, но об этих гоночных машинах очень мало информации, также не так много фотографий в сети, они в основном черно-белые, хотя некоторые люди пытаются их окрашивать. И если посмотреть на раскрашенные фотографии этого автомобиля, то он будет совершенно в другой схеме окраски, которая не соответствует масштабной копии от Deep Models. И сложно сказать, какой цвет был настоящим. Возможно, Deep тоже выбрал цвет на основе каких-то архивных фото, поэтому будем думать, что этот цвет был оригинальным. И эта масштабная копия мне визуально очень понравилась. И у нее достаточно отличий от предыдущего образца, чтобы в коллекции иметь обе масштабные копии. И у Дипа помимо ЗИС также выпускались гоночные автомобили Москвич, автомобили марки ГАЗ, и у меня в коллекции есть некоторые экземпляры, хотя собраны далеко не все модели, которые выходили у этого бренда. Если у вас будет интерес, я продолжу тематику советского автоспорта и в будущих видеороликах покажу другие масштабные копии, которые есть в моей коллекции. Для сравнения я вам приготовил еще один спортивный автомобиль марки ЗИЛ. Это дальнейшее развитие модификации 112, и мы можем рассмотреть гоночную победу ручной работы, сделанной методом гальванотехники. И данная масштабная копия поставляется в стандартной коробочке для легковых автомобилей. Картонка оформлена в голубой цветовой гамме. Есть значок Deep Models, который говорит нам о том, что модель от этого бренда. И на нижней стороне упаковки вы можете почитать различную информацию, которая касается производителя. Естественно, эти изделия изготовлены в Китае. Также есть небольшая наклеечка, которая гласит о том, что эти модели сделаны по лицензии ЗИЛ. И есть артикул, по которому можно найти автомобиль в интернете. И модель довольно тяжелая, если ее не откручивать от подставки, потому что подиум сделан из прессованной папки и добавляет дополнительный вес. Очень хорошее качество покраски, сборки, нету видимых пятнышек клея. К покраске этого автомобиля у меня особо нету замечаний. Очень необычный дизайн, и ходили слухи, что этот автомобиль разрабатывали с оглядкой на американский Dream Car Buick LeSabre, но машины не так похожи. Конечно, можно найти схожие элементы, как осветительная техника, находящаяся по центру передней части, но я думаю, на этом сходства заканчиваются. Можно еще сказать, что у автомобиля тоже 4 колеса. И все же, на мой взгляд, этот спортивный автомобиль очень самобытный. И мне понравилось, как сделана схема окраски.
Красивая граница разделения синего и белого цвета. Также у автомобиля прекрасно детализирован салон, хотя есть небольшое замечание. Скорее всего, панель приборов это декаль. И у меня с правой стороны виднеется небольшая складка. Хорошее рулевое колесо. Также по центру мы можем видеть зеркало заднего вида. Довольно интересно сделано лобовое стекло. И по дизайну оно отличается от второй модели. Там, если мне не изменяет память, были установлены раздельные плоские стеклышки, и по высоте они были намного ниже. Также есть воздухозаборник на капоте, присутствует довольно симпатичный маскот. Очень интересно оформлена передняя часть, по центру установили фару, и также есть небольшие фары в передних крыльях. Хромированный бампер, окантовка вокруг передней части здесь выкрашена в белый цвет, и на первом варианте эти элементы были в хроме. Также на передних крыльях добавили вентиляционные отверстия. Колесные диски черного цвета, без хромированных колпаков, вполне хорошие покрышки, правда отсутствует боковая маркировка. Дверные ручки здесь в хроме в виде отдельных элементов, как и декоративные полосочки на заднем крыле. Также установили номера 46 на задних крыльях и на крышке багажника. И также на крышке багажника присутствуют два отверстия для рукоятки, но у настоящего автомобиля ручка была демонтирована, поэтому на масштабной копии ее тоже нет. И есть место для установки регистрационного номерного знака. И странно, почему на эту масштабную копию Jeep не поставил номерные знаки. На первой модели они присутствовали. Также виднеется наконечник на выхлопную трубу. И у этой модели есть детализация нижней части, но не буду масштабную копию сегодня откручивать от подставки, потому что она довольно хрупкая и могут повредиться мелкие детали. Давайте для сравнения покажу вам еще спортивные советские автомобили. ZIL-112S от Deep Models. Эта масштабная копия поставляется в другой коробочке черного цвета, составной из двух половинок. И также у этой модели немножко отличается подиум. Он уже белого цвета, более легкий, сделанный из пластика, а не из прессованной папки. И также на подставке есть табличка с указанием порядкового номера автомобиля, и на ней указан прототип. И у Дипа было 4 варианта таких автомобилей. Они отличались друг от друга различными навесными деталями. Одна модель была белого цвета, и у меня в коллекции только 2 варианта исполнения. Шасси номер 1. И в свою коллекцию я планирую докупить вторые автомобили. Правда, сейчас их давно не видел в открытой продаже, во всяком случае в Европе. И давайте покажу вам третий гоночный советский автомобиль «Победа». Довольно старая масштабная копия, где-то начало 90-х годов, корпус сделанный методом гальванотехники. Эта модель уступает более современным китайским изделиям из полимера, из металла, но все равно это частичка истории, и этот автомобильчик мне визуально очень нравится, и такую победу в 43-м масштабе Deep Models, к сожалению, не выпускал, и было бы интересно посмотреть, как бы они сделали такой гоночный автомобиль. И эта модель у меня немножко повреждена, отсутствует стеклоочиститель с водительской стороны, и также болтается днище. Я его демонтировал одно время, очищал от клея, потому что у автомобильчика вывалилось сиденье, и попросту оно болталось внутри корпуса масштабной копии. Нужно будет ее потом привести в порядок. И как раз вы можете посмотреть, как отличаются гоночные автомобили в плане дизайна. ZIS чуть-чуть крупнее, более объемный, если можно так сказать, и автомобиль чуть выше.
Вполне хорошая масштабная копия, которая может стать отличным украшением вашей коллекции. Если вы собираете не только советскую технику, но и гоночные автомобили, и я думаю, помимо Deep Models, такого ЗИС больше в ближайшем будущем никто и не сделает. Потому что тематика отечественного автоспорта, как показала практика, не пользуется большим спросом, и опять же, это довольно дорогие масштабные копии, и люди сейчас предпочитают покупать более бюджетную журнальную серию, в рамках которых выходят те автомобили, которые часто видите на дорогах общего пользования. А такого автомобиля вживую, я полагаю, никто не видел. Я видел эти машины только на старых черно-белых фотографиях. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об этой масштабной копии. Стоит ли она своих денег? Также нравятся ли вам гоночные советские автомобили или вы предпочитаете зарубежный автопром? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, можете также заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.